то, насколько твой процесс от старта, от первой точки, да, от начальной точки анализа до сделки, чем он прозрачнее, яснее и объективнее, тем меньше будет эмоциональных колебаний, когда нужно принимать решение, тем меньше будет сомнений. Но когда ты используешь, например, разные критерии, то есть с разных таймфреймов там все смотришь, сверяешь, куча индикаторов у себя, условий для входа в рынок, то сделка никак не клеится естественным образом. То есть ты пытаешься склеить то, что в принципе не подходит даже друг к другу по определенным параметрам. И в итоге картинка не получается целиком. Поэтому важно сосредоточиться в первую очередь на одном таймфрейме, например, на минутке или на 5-минутке. И важно наладить торговый процесс, чтобы он был объективным. Потому что там, где серые зоны, ну, например, вот у тебя есть первое условие, я увидел это условие, ну, скажем, там пробой уровня. И дальше второе условие какую-то вилку имеет, ну, то есть непонятно, чего ждать. То есть что мне делать? Ну, пробой уровня, например. То вот это, скажем так, непонятность, это серая зона, где рождаются твои эмоции, твои страхи. Почему? Ну, потому что непонятно. Потому что правый край графика неизвестен, плюс ты не знаешь, что тебе делать. Естественным образом организм реагирует стрессом. Но по-другому не происходит это. Естественно, у тебя возникают эмоции. Естественно, эти эмоции и, скажем так, вот это внутреннее состояние, оно приводит к определенным действиям, к определенным мыслям, неправильным мыслям. Понимаете, вот элементарность этих всех процессов. Просто это очень сложно, когда дело касается реальных торгов. Но чем ты становишься более сфокусирован, то есть не надо сначала думать о психологии, вот как я сказал, контролировать свои импульсы. Но это трудно, не надо об этом думать. Тебе нужно в первую очередь думать о налаживании торгового процесса, потому что это просто, это можно сделать быстро, и это легко, скажем так, отрепетировать. Понимаете, да? А эмоции контролировать, но если ты новенький, как ты можешь знать свои импульсы, если они не пойми на чем основаны? Да? Ну, то есть у тебя еще нет твердого торгового процесса, а ты уже думаешь о том, как тебе контролировать эмоции. Но это неправильно. Сначала торговый процесс, потом ты будешь испытывать эмоции, и потом в процессе исполнения, да, в процессе внедрения вот этих своих правил ты потихоньку начнешь распознавать, понимать все свои вот эти вот, да, там, импульсы. То есть как ты себя ведешь в разных ситуациях, какая ситуация обычно тебе приносит убытки, в какой момент ты предвзят. Но все это обеспечивает твои правила, потому что каждый раз в любой непонятной ситуации, где ты чувствуешь, что потерялся, вот бывает такое, смотришь на график, думал одно или видел одно, и вдруг все меняется, и вот ты потерялся прям. Вот бывает такое, да, что сцепка пропала с графиком. Угу. Тормозишь, не тормозит. И когда это происходит, обращайся к своему твердому, к своей системе, к своим правилам, потому что это как раз этот процесс, то есть эти торговые правила, они как раз тебе дают преимущество, потому что, обращаясь к ним, да, ты можешь ответить на вопрос, есть у тебя сделка или нет. А если у тебя этих правил нет, ну естественно, ты постоянно как на иголках, ты постоянно как, я не знаю, какой-то взбалмошный внутри, беспокойный внутри, неуверенный внутри. А разве из такого тела, из такой головы могут прийти, потому что это одно, да, целое, психика и физика, а разве оттуда могут прийти нормальные сделки? Нет. Понимаете? Угу. Это очень важно. У нас такой небольшой психологический тренинг. Вряд ли вы где-то услышите еще это в трейдинге, ну, на других тренингах. Вряд ли. Но я надеюсь, что вам заходит эта информация, даже если вы новенький, и вы поняли 2%, это уже круто. Это уже круто. Но с другой стороны, если вы начинающий трейдер, вам вообще об этом не надо думать. Импульсы, психология, вообще выкини это все нахер. И у тебя первое время вообще не будет получаться ничего. Это нормально, потому что ты же не прошел, вот как я называю,
путь Рэмбо, да, то есть ты должен как-то, ну, грубо говоря, переродиться как трейдер. То есть ты вот начинаешь торговать, ты сталкиваешься с трудностями, с какими-то, что-то у тебя не получается, и когда ты в реальном времени, в процессе работы находишь способы, чтобы, скажем так, в очередной раз не допустить ту ошибку, которую ты совершал до этого, вот тогда у тебя образуются новые связи в голове, которые в будущем тебе позволяют эту ситуацию воспроизвести, то есть ты ее уже помнишь, ты знаешь, как этого не допустить, например, слива. Но перед этим, как ты эту ситуацию, вот здесь она у тебя запишется, ты сначала должен слить первый раз, но потому что ты не знаешь еще, у тебя еще нет этого, не записано здесь. А когда ты слил, а в следующий раз ты начинаешь торговать и помнишь эту ситуацию, почему ты слил, осознаешь в реальном времени ее, фиксируешь и не допускаешь, это очень важно, практическое применение, не допускаешь, чтобы эта ситуация повторилась, и знаешь, почему она повторилась тогда, точнее была тогда, и как не допустить сейчас. Все, бум, новая сюда программа записана, старая удаляется. И чем больше таких будешь делать вещей, тем это более твердо будет ложиться в твою, скажем так, в твою память, и тем профессиональнее, сильнее, прибыльнее ты будешь как трейдер. По-другому не бывает. Поэтому, когда ты новенький, ты приходишь, ты вообще не должен от себя ничего ждать. А ты должен ожидать, что ты сольешь депозит и расслабиться просто. Просто расслабиться и фокусироваться на торговом процессе. Угу. Это прям вот то, что я сейчас вам говорю, трейдеры, это просто космическая информация. Но я знаю, что до некоторых оно не дойдет, ну, в силу того, что есть люди, которые закрыты. Да? Ну, это уже другая тема, не сегодняшнего урока. Они закрыты в плане тела своего, да, при разных обстоятельствах. Да, это могло произойти, там, воспитание, социум и так далее, неважно. Но я думаю, что большинство трейдеров, большинство людей, которые меня смотрят и связаны с трейдингом, вот это должны схватить, впитать. И если вы это вот сейчас, вот для вас произошло какое-то, даже чуть-чуть такая легкая вспышка в голове, вот что да, точно, то все, вы уже с этого момента начнете меняться. Невероятно, как это все вот происходит. Это очень круто. И я говорю, когда ты по несколько раз в процессе торговли преодолеваешь, распознаешь свои импульсы и делаешь не так, как ты делал до этого, у тебя, еще раз говорю, сюда записываются совсем другие программы, противоположные, не убыточные, а прибыльные. Но это происходит именно тогда, когда у тебя есть четкий торговый процесс, когда у тебя есть четкие правила, четкая торговая система. А если она не твердая, то ты одну сделал, вроде как понял, потом систему все поменял, начал другую делать, а там все другое. И твою программу надо опять перезаписывать, и ты опять по новому кругу идешь. Поэтому у меня студенты серьезные, которые вот то, что я говорю, слушают внимательно. Они обучаются не так, что там недельку обучился, там месяц обучился, некоторые по 3-4 года ходят и одно и то же прорабатывают, одно и то же делают. Представляете, какой у них запредельный просто уровень компетентности, уровень внимания, уровень, скажем так, уверенности. В отличие от тех, которые там пришел, потом пошел в другую систему, другой метод. И вот так он скачет, как это. Если вам откликается то, что я говорю, то тогда мои методы вам подходят. Да, мои системы, стратегии, все, что я разрабатываю. Если нет, ну, скорее всего, вы с первый день соскочите, там, в первую неделю попробуйте, и все, и пойдете другие искать безубыточные стратегии какие-нибудь там, или вам расскажут сказку Венского леса. Понимаете? Вот это очень важно. Вот здорово, что сейчас на самом деле у нас сделок нет, потому что я могу сконцентрироваться на таких, не то что фундаментальных, это просто масштаб вселенский этой информации. Она просто может переосмыслить, заставить вас все, что вы делали до этого, или хотя бы, скажем так, позволить вам сделать первый шаг в направлении последовательной, осознанной, дисциплинированной, упорядоченной. Какие еще вы знаете прилагательные на эту тему торговли?